Друзья, всем привет! Чуть больше 3 лет назад мы сажали орхидею в неорганических двухкомпонентный грунт. И вот когда мы делали вместе с вами на канале эту посадочку, не то что были скептические комментарии о том, что орхидея погибнет вот именно из-за того, что я добавляю вот этот вот компонент в посадку для орхидей, но даже некоторые орхоблогеры, авторы каналов про орхидеи снимали целые видео на эту тему и ловили хайп, хайповали на этой теме. Рассказывая о том, что орхидея, посаженная вот в этот неорганический грунт, когда начнет наращивать свою корневую систему, и эти корни дорастут до этого компонента, они сгорят, они сожгутся всей химией накопленной, которая накопит этот компонент. Это, друзья, значит, компонент древесный уголь. Это компонент древесный уголь. В ноябре 2019 года, я вот сегодня, точнее не сегодня, а буквально на днях снимал видео и для примера показывал вот эту вот орхидеечку. Это орхидея Red Lip, детка Red Lip, которая появилась на пеньке разделенной мамаши, которую мы разделяли осенью 2018 года, а сейчас сегодня 23 февраля 2023 года, 23 февраля 2023 года. Символично, друзья. А вот эту, значит, детка, появившаяся на пеньке, а пенек это при омоложении мамаши Red Lip остался, мы корни посадили, и на корнях у нас через некоторое время появилась детка. И вот эту деточку мы вот сейчас открыто напротив меня видео от 29 ноября 2019 года, где мы вот эту детку пересаживаем вот в этот вот грунт, друзья. Да, уже 3 с лишним года прошло, быстро время летит, как у нас эта орхидея растет в двухкомпонентном грунте, состоящем из древесного угля и колотого керамзита, обычного колотого керамзита. Все, здесь больше ничего нету. Значит, к чему я это видео снимаю? К тому, что на днях показывал кору вареную, органический грунт, и мне, значит, написали такой комментарий, что кора это органика, это вечно всегда гниющие корни, всегда присутствующие насекомые. А вот слабо вам посадить орхидею в неорганический грунт, керамзит. Друзья, в керамзит мы уже на нашем канале сажали орхидеи много лет назад. И мы даже пошли дальше, сажали не только в керамзит, но еще и в керамзит, смешанный с углем. Почему с углем? Потому что уголь обладает некими такими свойствами, позволяющими отталкивать некоторых насекомых, вредителей, которые заводятся в горшках. Это раз. И второй момент. Древесный уголь, он является таким неким абсорбирующим веществом, которое вытягивает некоторые в жесткой воде соли содержащие. То есть он в себя быстренько это все притягивает. И вот именно из-за этой особенности, эта особенность возбудила и некоторых зрителей на нашем канале, и в том числе авторов других каналов, которые начали рассказывать, что, значит, корни, когда будут расти, достигнув угля, обожгутся и сгорят. Вот, друзья, я не комментирую то, что вы сейчас видите. Это орхидея, я прям ссылку оставлю в верхнем правом углу, который, я сейчас видео, кстати, мы будем смотреть, вот эту орхидеечку крупным планом, и я покажу видеокадры из того видео на нашем канале. Видео называется «Стимуляция и пересадка маленькой орхидеи», и я там подробно все рассказываю, почему именно вот в такой грунт я сажаю. И вот, друзья, на днях, когда показывал эту орхидею, я думаю, надо вот пока остался последний цветочек у этой орхидеи, это уже второе домашнее цветение, ну как домашнее, второе в ее жизни этой деточки Red Lip, орхидеечки, ее цветение. Вот первый пенечек
остался цветонос от прошлого года цветения. Сейчас в этом году цветет орхидея. И последний уже цветочек остался. Думаю, нужно успеть снять вам видео и рассказать, и при случае ответить на вопрос по поводу посадки орхидеи в неорганические грунты. Раз. Итог, значит, поведения орхидеи и корней в древесном угле. А почему именно древесный уголь? Это вы по ссылочке перейдете, посмотрите, я повторяться не буду, там все подробно, я показываю, как, значит, сажаю эту орхидею. И, кстати, эту орхидею еще в 2019 году мы уже прекрасно использовали Боне-Форте, тоник для листьев орхидей с янтарной кислотой и с витаминами. Это, к слову, о том, что мы уже много-много лет используем этот тоник, и он очень-очень хорошо себя зарекомендовал в антистрессе и в бодрости, в поднятии бодрости у орхидей при пересадках и каких-либо телодвижений с этими орхидеями. Ну и вот, собственно, сам результат. Но я сейчас камеру переключу и подробно вам все покажу. Вы сами своими глазами увидите. И покажу вам плейлист про эту орхидею. Так, ну вот он, наш редлипчик с одним оставшимся цветочком. Я специально прям думаю, надо быстренько вам снять, пока он цветет, чтобы показать, пользуясь случаем. Кстати, он продолжает доращивать цветонос. Видите, вот такой вот цветоносик. Вот такой вот красавчик. Это, кстати, эту орхидею, детку, я подарил одной из активных зрительниц, подписчиц нашего канала в одном из ежемесячных розыгрышей орхидей на нашем канале. Итак, вот такая вот красотка. Так, сейчас я вам поближе все покажу. Надеюсь, вам будет видно. Значит, смотрите, за 3 с лишним года вот такая вот картина. То есть то, что вы сейчас видите, вот горшок такой темный, практически непрозрачный, это результат того, что здесь уже стеночки все покрыты водорослями. И даже вот где-то прям уже прям вот трава травянистая прям уже растет в этом горшке. Но результат вы сами можете видеть. Я вот вам... вот дно, пожалуйста. На дне у нас здесь корешки. Ну, вот немножко подпорченный корешок. Но это, друзья, чисто такая себе история. Обычная. Ничего здесь трагического нет. Вот корешок торчит. То есть, посмотрите, вот там трава какая-то такая, видите, растет, видите, лепестками. То есть, эта посадка, друзья, вот как мы ее сделали, вот, посмотрите, 29 ноября 2019 года, вот она, эта посадка. Я сейчас звук выключу, но по-быстренькому пробегусь, так вот кадрами. Вот здесь вот мы, сейчас я покажу, обрабатываем ее, пожалуйста, тоником, опрыскиваем, видите, вот так вот обрабатываем. Мы ее, кстати, отсоединили от пенечка. Все видео про эту орхидею есть в плейлисте, который называется орхидея Red Lip. И вот в такой двухкомпонентный грунт мы пересадили эту орхидею. И вот именно вот эта посадка вызвала огромный хайп среди, ну не знаю, среди тех, кто любит сажать в органические грунты и противник неорганики. И среди авторов других маленьких каналов, которые говорили о том, что у орхидеи сгорят все корни от этого древесного угля. Это самый обычный древесный уголь, который вот продается, березовый уголь, продается в этих, скажите мне, ну в магазинах для, ну в общем, для шашлыков. Вот, это не брикетированный, то есть не прессованный, а вот прям куски большие. И я его секатором нарезал вот на такие вот кусочки. А это обычный строительный керамзит, который я молотком разламывал большие кусочки, ну, чтобы он приобрел некую такую, знаете, пористую
структуру, чтобы был более такой влагоемкий. Я вот сейчас перематываю и вот так вот замачиваю этот грунт и подробно все в этом видео рассказываю, что, зачем, почему. И вот так мы эту деточку с этого пенька пересадили в ноябре 2019 года. Вот такая вот она малышка. Вот. И вот на сегодня она у нас уже два раза отцвела. Видите, она какая маленькая была, прям маленькая-маленькая. Ну и сейчас вот такой вот она, такой красавчик. Между прочим, сама орхидея Red Lip сорт, вот именно мой экземпляр, он не крупнолистный и не большой. То есть она такая имеет компактную розетку. Но те, кто смотрит давно наш канал, те знают эту орхидею и всю историю. Это моя первая орхидея в моей жизни. Ей уже 20 лет будет как она у меня появилась, через пару месяцев. Она появилась у меня в апреле 2003 года. То есть в апреле этого года будет ей 20 лет. И вот, пожалуйста, друзья, результат. Вот такой вот результат. Вот, новая хозяйка Елена Портер уже стала обладательницей, и вот с потеплением эта малышка отправится в новый домик к ней. И вот посмотрите, по поводу даже скопления солей на поверхности грунта и на корнях, ну, вы видите, за 3 с небольшим года здесь никакой, смотрите, нету трагедии. Знаете, как обычно, когда в кору даже сажают люди, либо в керамзит, и наверху скапливаются прям, знаете, прям кристаллы на поверхности корней. Здесь вот можете посмотреть, такого практически нет. В общем, друзья, выводы делайте сами. Орхидея здесь растет вот 3 года. Поливалась она, значит, 2 способами. И на мокрых пяточках была, о чем свидетельствует, посмотрите, ее кашпо, в котором она стоит. Я уже забыл, когда я его мыл. Это кашпо. Вот такое вот оно. Все грязное. Все в водорослях. Это я просто перед съемкой сейчас достал ее отсюда. Она и на мокрых пяточках орхидея была, и на замачивании. То есть вот такой вот универсальный полив. То есть зимой она на замачивании, а летом в таком грунте ставишь ее на мокрые пяточки. Здесь ничего не гниет. То есть, видите, уголь сам по себе обладает хорошим таким, знаете, влагоемким компонентом. Он напитывает в себя воду при замачивании и потом относительно долго эту воду отдает. Это к слову о том, что кто боится орхидеи сажать непосредственно просто в чистый керамзит. Вот. Хотя у нас огромный опыт тоже посадки орхидей в керамзиты. И у нас, по-моему, даже плейлист есть отдельный, и мы этим опытом очень-очень охотно поделились на нашем канале, поэтому заходите в раздел плейлистов, смотрите, там все есть, все ответы на вопросы. И вот это сегодняшнее видео тоже войдет в плейлист, который называется «Орхидея Red Lip». Red Lip, там все собрано, как мы разделяли, как на пенечке выращивали эту орхидею, как мы ее стимулировали, как отсоединяли с пенечка, как сажали в чистый керамзит. Кстати, она у нас перед этой посадкой росла в чистом керамзите, стимулирующая такая была временная посадка. Это потом мы ее из чистого керамзита пересадили, вот в 2019 году пересадили вот в эту посадку древесный уголь с колотым керамзитом. В общем, друзья, вот такое сегодня видео. Пользуясь случаем, я специально его для вас снял. Вот. Не забывайте ставить лайки, делитесь своим мнением в комментариях. И присоединяйтесь к послезавтрашнему розыгрышу на нашем канале, который состоится 25 февраля в 10 часов по московскому времени.
И среди участников прямого эфира мы разыграем орхидею и кое-какие полезности от уже появившихся спонсоров нашего канала. Всем, друзья, хорошего настроения, всем добра, здоровья и до встречи в следующем видео. Всем пока!